Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События ближайшего времени. Давайте узнаем, что случится или произойдет со дня на день. И, конечно, останемся реалистами. Специальных сроков я не обозначаю, потому что у кого-то жизнь как ускоряется, такое бывает. У кого-то, наоборот, вопросы серьезные, но тут требуют и времени, и вдумчивости, а у кого-то вообще ничего не совпадает. И так бывает. Будем реалистами, всегда говорю об этом. Итак, все же давайте как альтернативный вариант рассмотрим. А вы, я вас приглашаю, вот прислушайтесь к интуиции. У каждого из нас какая-то болевая точка ведь и есть, да, или вот что-то вы хотите сейчас решить в ближайшее время. Вот что-то продумываете, да, какую-то многоходовочку. А вы переложите на карты пасьянса и Таро, вот то, что мы будем раскрывать. Что это вам говорит, что подсказывают карты или значения? Итак, смотрю я, ну и вы тоже смотрите. Что для стрельцов в ближайшее время? Со дня на день. Ну, может быть, и чуть подальше, да? Смотрим, что совпало. Пока не вижу совпадений, поэтому пойдем дальше. Вообще, когда мало совпадений, спокойное течение жизни. Ну, превратностей, когда нам, ну, буквально кто-то палки в колеса вставляет, то таких меньше. И в нашем пасьянсе, мои дорогие, любимые стрельцы, солнечные люди и оптимисты, мы можем сложить крайние ряды. И вот у нас совпадает, смотрите, колчан со стрелами. В этом пасьянсе полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами, насколько полное судить я не берусь. Но то, что у вас что-то получается, это факт. И не просто так оно, знаете, мелкое что-то, а тут скорее даже если пусть на бытовом уровне вы что-то решите, да, или согласуете, проясните, у нас сентябрь месяц ясности, значит, это либо продолжение следует хорошее, для вас как путь какой-то открывает, возможности всегда. Вот вы переживаете по какому-то поводу, получится, не получится. Хотя эти два значения они могут быть разрозненные. Может быть, тут, действительно много задач. Одно дело решили, одна тема как бы закрыта, а есть еще что-то, что требует решения. Вот правда интересно, не вижу я у вас много совпадений, но любые карты живут своей жизнью. Это факт. Вот смотрю более внимательно. Надо же, как у вас выпало. Прочный союз. Это, конечно, личная жизнь ваша, или ближайшее окружение. Может быть, это даже касается работы или каких-то рабочих тем, процессов. Но, а вот смотрите, кольцо и нож. Нож– это ссора. Не поссорьтесь с кем-то. Именно с теми людьми, которые, может быть, вам, ну, приходят на взаимовыручку или, может быть, даже просто банально с другом, с коллегом, коллегой, руководителем, может быть, и с близким человеком. Тут у вас что-то получается. Знаете, как нас воодушевляет всегда, кажется, эх, я сейчас тут быстренько со всем разберусь. Ну, правда, бывает такое. Ну, может быть, и не всем это свойственно, но я знаю, что некоторым так точно. Так устроен человек. Когда у нас что-то получается, нам кажется, что ну вот теперь как новый жизненный этап. А часто это просто вот именно нам как возможность судьба дает для того, чтобы остальные варианты раскрыть, увидеть. И тут не замечтаешься. Может быть, и есть какая-то конфронтация, была прежде. Ну, тогда не нужно повторять. Знаете, тут часто, когда мы, ну, вряд ли на что-то можем повлиять или изменить, а настаивая часто на своем, ну, вот, знаете, какие-то ненужные трения. Иногда такое бывает. Сейчас эпоха перемен, хотим мы или нет, нравится или нет. Каждый из нас больше, ну, где-то занят тем, что вот именно важно для него, да. Поэтому иногда нам сложно найти
взаимопонимание. Но, может быть, это и не связано, кстати, мои дорогие. Посмотрите. Значит, давайте сделаем такой итог, подведем. Полное исполнение желания и кольцо, прочный союз. И смотрите, этот прочный союз, если мы сложим крайние ряды, кот. Кот – это флирт и хорошее настроение. Ну, вот это как раз воодушевление, подъем какой-то душевный. Поэтому, ну, не замечтаться где-то, да, не войти так вот незаметно в какую-то конфронтацию. Я вижу больше это как карта совет. И вы знаете, я, правда, не нашла еще совпадений. Но, наверное, колчан со стрелами этого достаточно. И флирт, хорошее настроение, союз. Ну, может быть, и есть некоторые персоны, которые с вами не согласны. Ну и ладно, не согласны, хорошо, пусть остаются сами по себе. Не значит, что мы кому-то что-то доказываем, пойдем дальше только и всего. А может быть, кстати, у кого-то это ведь может быть значением того, что ссора была прежде. А здесь вы можете помириться. Вот, кстати, для кого-то это важно услышать. Может быть, вы и хотите помириться, и поэтому переживаете. А у вас вам, как высшие силы, ангелы, наверное, хранители дают возможность помириться. Для вас нет ничего невозможного, колчан со стрелами. Будьте внимательны в ближайшее время к этому периоду. И, значит, в сентябре больше ясности, это правда, в свою жизнь можете привнести. Ух ты! Да тут какое-то, знаете, как реинкарнация, возрождение, ведь это всегда и выздоровление одновременно. 20-й старший аркан. Это избавление от боли, избавление от страданий. Девушка, ну, тут это Таро у нас ведьмочек, ведьмочка молоденькая, играет волшебную мелодию на своей флейте. И все живое танцует. Ну, какая-то радость. Вот какая-то прошлая ситуация у вас, правда, может либо проясниться, либо разрешиться. Или вот это ноу-хау, как вы будете знать. Хорошо, тем не менее. По сценарию задуман такой вопрос, в чем риск? В чем риск для вас? Мои дорогие стрельцы, в чем же риск в ближайшее время? Но не прошляпить что-то, правда, не пойти в конфронтацию, ведь тут тоже семерка мечей, да, называют карта вора, хоть нигде и не прописано. Но держи руку на пульсе, тут нельзя замечтаться. Знаете, тут даже если кто-то вас на словесную дуэль вызывает, ну так не поднимайте эту перчатку. Ретируйтесь как будто, да, вот какое-то нейтральное положение займите, но при этом предельное внимание. Нельзя дать себя облапошить. Может быть, в чем риск? Нужно забрать свое. Здесь нельзя собой рисковать, вам конкретно говорит карта. И все-таки, посмотрите, с одной стороны, что может привести к такому риску? Это когда мы как с замыленными глазами, потому что у нас что-то получается, раз. Или когда мы начинаем настаивать на своем, да? Мои дорогие, любимые стрельцы, не давите своим авторитетом. Может быть, и не создастся какой-то конфронтации. Но это так. Кому-то, может быть, и поможет, а кому-то не имеет значения. Все же мы все разные. Но в чем риск? Конкретно должна сказать. Нашу цифровую эпоху будьте внимательны. К паролям аккаунтов пересмотрите. Может быть, смените пароли. Будьте внимательны к цифровым платежным системам. Вот это тоже какое-то не время азарта, не время игр, не время вот совсем надеяться, понимаете, на кого-то. Тут самому нужно как подушку безопасности иметь или запасной аэродром. Однозначно говорит об этом карта. Быть предельно осмотрительным и осознанным, не делать что-то на автоматизме. И буквально, если вам на e-mail пришло письмо, и какое-то, да, и от непонятного адреса, вы ничего подобного не ждете, вам предлагает непонятно кто перейти по каким-то ссылкам, да, ну так берегите себя, не переходите. Или, ну, какой-то баннер вдруг откуда-то у вас появляется, да, как реклама, такая вот любопытная, как будто зазывает вас куда-то, так тоже не нажимайте. Ну, вы сами себя бережете. Конкретно карта о том, чтобы беречь себя, быть предельно внимательным в чем-то, вот, знаете, в мелком даже. Вот эта осознанность, когда мы не на автоматизме, как всегда делаем, а когда мы именно понимаем, куда мы идем, что делают наши руки, что нас окружают или кто, дорогу переходя. Мы переходим там, где светофор или зебра, или, ну, может быть, это там, где это возможно, да, а не там, где всегда. Вот такая серьезная карта. Ну и понятно, кошелькам, сумочкам, портмоне
Будьте тоже внимательны. Ну, вот как-то так. Что вас удивит, мои дорогие стрельцы, в ближайшее время? Что вас удивит? Какой-то надежный человек вас удивит. Своим пониманием, именно своей надежностью, своей идеей, между прочим, потому что королева Пентакли богата на идеи. Это единственная персона во всей колоде Таро, которая сказку умеет сделать былью. Как бы это ни звучало волшебно, но это реальность, потому что она надеется сама на себя. Это сильные люди, хотя могут и выглядеть слабыми, такими уязвимыми, но вот этот, наверное, стержень внутри позволяет ей, ведь всегда опыт какой-то, понимаете, правильно распорядиться финансами. Вот, кстати, может быть, это какая-то мысль, которую сказал, допустим, человек конкретный, а вы ее додумаете, придете к выводу, что, а ведь правда есть целесообразность, и это вас может в чем-то удивить. Может быть, вот вам будет даже предложено что-то, мы все разные. Вас буквально иногда, это наши близкие проходят, супруги, и такое вот с близким, с кем-то человеком, это вас тоже может удивить, да? Или как удивляет какая-то, может быть, финансовая возможность. Но это именно надежность чья-то, я больше вижу так, вас может удивить. И это не назовешь человек, знаете, ну такой, который меркантильный или живет только по какой-то выгоде. Нет. По королеве Пентаклей в том-то и дело. Ей вдохновение, эмпатия, она готова делиться, мои дорогие. Это не есть все в свою кубышку. Нет, здесь именно какой-то взаимообмен может быть с таким человеком, которому свойственно творчество, креатив какой-то, но и в то же время не замечтаться, не витать в облаках, а быстро определить, что имеет смысл продолжать, а что, увы, чао. Вот как будто так, может быть, и вас это где-то удивит. Ладно, давайте узнаем, что прояснится. Что прояснится, королева мечей? Вы можете прояснить что-то по конкретной персоне. Может быть, это будет женщина. Ну, вообще, это вы сами можете быть в таких энергиях рациональных. Может быть, вот прояснится какая-то идея. Вот смотрите, две дамы. У кого-то, может быть, и я допускаю любовный треугольник. Или пусть это даже две женщины, допустим, но это касается вашей семьи, ваших родственников, ситуации по работе. Вполне вероятно, тут может быть не совсем даже про любовь. Почему? Потому что пентакли и мечи– это интеллект. Но это карта независимого человека. Вот вы можете какую-то ситуацию видеть независимо. Но и для вас-то вот эта независимость, она как будто совершенно необходима, потому что, ну, это холодная голова. А где-то мы уже вот даже с учетом семерки мечей вы можете прояснить. Вы можете узнать какую-то правду. Правду в том плане, кто-то хитрил, а теперь вы понимаете, нет, это обман был. Вот вы можете как раз просчитать вот эту какую-то хитрость, какие-то чужие уловки буквально. И в этом вам помогает, ну, такое осознанное критическое мышление. Ну, давайте, что еще прояснится, все же персональная карта. Но то, что не замечтаться, нам уже карты четко сказали. В общем-то, и по пасьянсу мы ведь об этом говорили. Так что же там прояснится для стрельцов? Что вы будете продолжать? Карта тройка всегда карта будущего. И это сдача экзамена, это переходный момент. Куда мы приложим таланты, откуда к нам будут приходить деньги, каким путем мы будем зарабатывать. Работа в команде идет тоже по этой карте. Вот у вас может рабочая какая-то ситуация проясниться. Может быть, она связана с вашим обучением, построением карьеры, потому что тут всегда карьера, рост какой-то предусмотрен. Это мы были прежде профессионалы, потом мы добавили знаний, и мы уже поднимаемся как бы по ступени иерархии несколько выше. Перед нами открываются возможности. Может быть, прохождение курсов у кого-то вот прояснится. Мне нужно учиться. Может быть, это для кого-то, ну, разные курсы. Кто-то языки учит, кто-то язык программирования, а кто-то решил, мне необходимы водительские права. Иду учиться тоже. То есть вот перекладывайте. А кто-то осваивает, может быть, новые, ну вот как системы, да, цифровые, какие-то приложения. Или кто-то
Не владел прежде компьютером, а теперь вы понимаете, ну нет, тут время, наверное, таково, что надо как-то мне потихоньку с этим разбираться. У каждого что-то свое, но это карта прогресса. Значит, по прогрессу, то, что следует продолжать, вы будете вносить, ну, как ясность в чем-то, да, вот поэтому и прояснится. Вы сами можете здесь искать какую-то информацию по этой карте. Надеюсь, видно хорошо. Давайте трохи сдвинем. Вот так. И спросим по основным сферам жизни. Вот смотрите, ух ты, рыцарь мечей и туз мечей. Какая-то путаница у вас должна закончиться. И приготовьтесь к тому, что вы сами должны найти как какую-то правду. Я не исключаю, что кто-то из вас может столкнуться, ну вот как, например, если вы занимаете руководящий пост, это как проверяющий, ну редко, но для кого-то может проиграться. Мы сами ищем правду, и мы ее находим. Но я также допускаю, может быть неожиданно получение какого-то новости, известия, информации, когда вам нужно будет скоро собраться и куда-то отправиться. Причем и анализировать придется по пути, да, холодная голова, повторяюсь, но еще и одновременно не потерять время, понимаете? Вот может быть такое. Или это к вам кто-то приезжает, человек, и вы получите об этом извещение. Но для вас именно, ну, что-то проясниться может. Ну, так а что ж там по личной жизни? Давайте узнаем. По основным сферам жизни. Может быть, вот то, что нам дали подсказки, у каждого просто в своей сфере жизни проигрывается. У кого-то по работе, а у кого-то личная история. Может быть, и по части того, что вы будете продолжать. Любовь, личная жизнь, отношения, звезда. Но тут у кого-то и буквально, может быть, отношения на расстоянии, да, или есть какое-то расстояние, или личная жизнь. Это вы пытаетесь решить вопрос, связанный с вашим местом пребывания. Может быть, планируете или запланируете переезд. Вот иногда тройка пентаклей – это как момент перехода между прошлым и будущим. И выпадает аркан звезда. И вы можете задуматься о поездке, путешествии, может быть, куда-то далеко. И вы начнете это планировать и правильно делаете. Я должна сказать, мои дорогие стрельцы, вам буквально какие-то поездки, перемещения, драйв до конца сентября помогает. У меня есть астрологический прогноз на моем сайте до конца сентября. Ссылка будет в описании под видео, перейдите, почитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Вам действительно, вот знаете, как воздух, необходимо перемещаться. Отчасти ваш знак – это где-то и скорость, и чувство свободы. Вот тут тоже про свободу. Это что-то пусть далекое, то, что нас манит, но этому нужно уделить внимание. Вам без вдохновения никак нельзя. Прошляпить тут тоже никак нельзя. Это да, факт. Ну, так будьте реалистами, но не отказывайте себе в какой-то мечте или в каком-то цели, может быть, намерении. Возможно, встретиться с каким-то человеком. Или вы будете учить языки для того, чтобы путешествовать, мои дорогие. Но вот каким-то образом личной жизни иногда эта карта будет говорить, вот у вас выпал колчан со стрелами, что именно в личной жизни у вас тут ожидаются какие-то приятные события или договоренности на долгий период времени. Потому что это карта еще одновременно выбора правильного направления или правильного партнера, или определения, да, какого-то, продолжаем отношения или нет, будем проживать вместе или нет, будем регистрировать отношения или нет. Ну, у кого-то может быть и обратная история, но тут какие-то возможности на долгий период времени. Вы с чем-то, правда, определяетесь. И в личной жизни, финансы, туз кубков. Но тут у вас какой-то прям баланс. Отчасти это про любовь. И просто у кого-то может быть сфера отношений, как-то переплетаться и еще одновременно с финансами. Но финансы как будто вас радуют. Не случайно колчан со стрелами. Ладно, сфера ваших достижений давайте узнаем. А вот тут, смотри, как будто в оба. Здесь никак нельзя замечтаться, понимаете? Тут, с одной стороны, карта говорит, есть тема, где ты уже все, что мог, ты сделал, стрелец. И оборачиваться назад и пытаться так искусственно притянуть, словно за уши, да? Ну, прошу прощения за мой сленг, но насильственно, то есть как бы этот вопрос
не возник на повестке дня снова. Вот если сам возникает, да, вопрос, тогда этому следует уделять внимание. Но искусственно притягивать что-то из прошлого не тот период, мои дорогие, уже. Тут нам надо идти вперед, и вам, кстати, об этом и говорят. Так вот, мы потратим время тогда и ничего не добьемся. Поэтому и говорит карта, уже вот в прошлом оставь вот все как есть. Ты сделал все, что мог. Но будь внимателен к тому, что к тебе возвращается. Может быть, это и по работе какая-то история, может быть, это связано с людьми по работе, коллегами, какими-то новостями. Значит, ничто не происходит случайно, и тут нужно искусство мелких шагов правильно провзаимодействовать. Для вас, в принципе, стоит задача правильно распределить собственные силы. Ведь это карта великой мощи. И когда мы, может быть, какой-то период словно были в заточении, да, как таким невидимым забором. Может быть, и период, правда, для вас состоял из ограничений. Но вот теперь эти барьеры падают. Но тут ведь самому нужно решиться. И вот эти мелкие шаги, как будто сделали что-то, вы должны, ну, через действие, через свою активность приобретать новый опыт или понимать, будете ли вы что-то продолжать, да, по делам, по достижениям, может быть, по документам. Тут у каждого свое. Или пусть даже это учеба у кого-то. Насколько это целесообразно. Так вот, все же мы делаем первый шаг, уже какой-то начальный опыт приобретаем, а потом мы анализируем, мы будем это вообще продолжать или это нам не надо, неинтересно. Вот что-то такое вам дает совет карта. А с чем это будет связано? Король жезлов. Но это какой-то план. Но вот, кстати, отчасти это ваша карта, потому что жезлы, да, это вы должны быть хозяином собственной души. Но вы иногда, карта свидетельствует о людях, когда вас буквально призывают, особенно с учетом девятки жезлов. Вот я только что сказала о том, что ты сделал все, что мог. И поэтому эта карта может касаться какой-то истории, которая прежде ни к чему не привела. Ну и смысла тогда нет. Она может быть связана с каким-то человеком, потому что король жезлов – это карта харизматичного лидера. Вот вы будете сами этим лидером. Но если мы говорим о взаимодействии, значит, по части работы, по части ваших достижений, может быть, у кого-то бизнес, имеется в виду бизнес-партнерство какого-то, вот тут нужно быть все-таки осторожным. Тем более впереди у нас была семерка мечей, предупреждала. И по королю жезлов иногда проходят те люди, которые, они вам могут дать идею. Они вам будут руководить, как вам делать и что вам не делать, или сделать наоборот. Но участвовать они никогда не будут. Надейся сам на себя, стрелец, от начала до конца. И очень так, пусть может быть шутливо, в этой колоде нам вот этот король в короне, да, показывает, как будто на карте какое-то место кому? Коту. Ни о чем. Не замечтайтесь, правда. Какая-то продуманность по вашим достижениям должна быть. Или искусство мелких шагов. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.